Уважаемый господин председатель, дорогой друг, рад, что мы продолжаем добрую традицию нашего личного общения на старте Нового года, когда подводим итоги за прошедший период и намечаем планы на будущее. Тем более такой символичный день по китайскому народному календарю сегодня установление весны, Личунь, после которого уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе. А для российско-китайских отношений можно это с уверенностью сказать, любое время года – это весна. И хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с новым 2026 годом и наступающим праздником весны, с которым придет год красной огненной лошади, насколько мы знаем, а ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед. То, что отличает связи между нашими странами. Вне зависимости от международной конъюнктуры, уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях. Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие носит образцовый характер. В этом году мы отмечаем 25-летие основополагающего для наших отношений договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Его дальнейшая реализация, безусловно, отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует укреплению комплексного, действительно всеобъемлющего взаимодействия России и Китая, а главное – повышению благосостояния наших граждан. Пользуясь случаем, хотел бы вновь заверить в твердой поддержке всех наших совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности двух стран, их социально-экономического процветания, права на выбор собственного пути развития. Позвольте несколько слов об итогах прошедшего года. Полагаю, что нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие победы во Второй мировой войне. То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировали всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге народов наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете. Весомыми практическими результатами завершилось и председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества, кульминацией которого стал саммит в Тяньцзине. На переговорах в Москве и Пекине мы с вами предметно рассмотрели основные направления и наметили масштабные задачи по дальнейшему углублению двусторонней кооперации. По линии правительств развернута каждодневная, по сути, энергичная работа по реализации этих договоренностей. Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться. Несмотря на небольшое снижение, я бы сказал, даже корректировку показателей, товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку в 200 миллиардов долларов. Россия в лидерах по поставкам в КНР энергоресурсов. Наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер. Ведем активный диалог в области мирного атома, продвигаем высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса. Объем торговли сельхозпродукции, по нашим данным, вырос более чем на 20%. Удовлетворены и темпами наращивания гуманитарных обменов. С успехом завершились годы культуры, проведенные в их рамках более 400 ярких мероприятий, вызвали неподдельный интерес у граждан обеих стран. На этом, конечно, не останавливаемся, и в частности на днях в Москве, да и в других российских городах вновь широко отметят китайский Новый год. У нас тоже это стало хорошей традицией, а жители и гости Пекина познакомятся с российскими традициями проводов зимы на фестивале «Московская масленица». Начались перекрестные годы образования. В настоящее время в России проходят обучение более 56 тысяч китайских студентов, а в Китае свыше 21 тысячи российских. Функционирует
десятки совместных образовательных учреждений и профильных ассоциаций вузов. При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего расширения связей в этой сфере, тем более, что эпоха инноваций и информатизации диктует необходимость подготовки кадров по новым передовым направлениям. Росту деловых и гуманитарных контактов, несомненно, способствует введение безвизового режима. Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали. Насколько я знаю, с началом ее реализации каких-либо существенных вопросов у соответствующих профильных ведомств не возникает. Что же касается международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором. Готовы продолжать самую тесную координацию по глобальным и региональным сюжетам как на двустороннем треке, так и на всех многосторонних площадках в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других, где российско-китайский тандем играет во многом ключевую роль. Желаем успехов и, безусловно, окажем все необходимое содействие китайскому председательству, китайским друзьям в форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Дорогой друг, еще раз с Новым годом и наступающим праздником весны. Крепкого здоровья вам лично, благополучия и удачи в 10 тысячах дел, а дружественному китайскому народу мира и процветания. Спасибо. Уважаемый господин президент Путин, мой старый дорогой друг, очень рад с вами встретиться в начале Нового года в формате видеоконференции. Сегодня по лунному календарю у нас отмечается Ли Чун, начало весны. Только что вы упомянули об этом. Ли Чун открывает цикл 24 солнечных сезона и знаменует собой возвращение весны на Землю, олицетворяет новое начало и надежду. В столь приятный и весьма символический день с удовольствием с вами провожу углубленный разговор. Вместе разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений. На днях вы специально направили товарища Шойгу в Китай на проведение сверки часов с товарищем Ван И по международным и региональным горячим точкам в целях подготовки к нашей встрече. Товарищ Ван И мне доложил. Сегодня я готов с вами провести обмен мнениями по крупным стратегическим вопросам. За прошедший год мы с вами 2 раза встречались. Китайско-российские отношения вступают в новый этап развития. Мы торжественно отметили 80-летие победы мировой антифашистской войны, что демонстрирует решимость наших стран в отстаивании итогов Второй мировой войны и международной справедливости. Двустороннее торговое сотрудничество динамично и стабильно развивается, и кооперация в новых сферах ускоренными темпами продвигается. Успешно организованные годы культуры Китая и России. Культурно-гуманитарное сотрудничество выведено на новую высоту. Людские обмены стали более оживленными. Успешное проведение саммита ШОС в Зинзине и заседание Совета глав правительств ШОС в Москве позволяет нам укреплять многостороннее взаимодействие в целях продолжения нашей работы по созданию многополярного мира
и более справедливой и рациональной системой глобального управления. 2026 год – первый год 15-й пятилетки нашей страны. Китай готов более активно расширять открытость внешнему миру на высоком уровне, готов делиться новыми возможностями развития со странами мира, включая Россию. В этом году тоже отмечается 30-летие установления китайско-российских отношений, партнерства и стратегического взаимодействия, 25-летие подписания китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также открытие годов образования между Китаем и Россией. Важно воспользоваться исторической возможностью, постоянно углублять стратегические взаимодействия, вместе нести ответственности крупных держав во имя непрерывного развития китайско-российских отношений по правильной траектории.